Крокодилы считаются одними из самых древнейших хищников на нашей планете. Они смогли пережить динозавров и за последние 200 миллионов лет практически не изменились. Во многих культурах эти огромные рептилии являются объектом поклонения и страха. К настоящему времени на территории всего обширного ареала этот хищник занимает вершину в пищевой цепи. Известны случаи, когда эти огромные рептилии атаковали даже других высших хищников, таких как акулы или большие дикие кошки. А также им не составит труда напасть на человека. И сегодня мы познакомимся с крупнейшим современным хищником. А прежде чем мы начнем, попрошу подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Гребнистый крокодил – самый агрессивный и опасный крокодил в мире, которому удается передвигаться по суше, а также осваивать пресные водоемы и отлично адаптироваться к жизни в океане. Среди всех современных крокодилов этот вид распространен гораздо шире, чем любой другой вид на нашей планете. Его ареал обитания начинается от восточного побережья Индии, простирается на юг, почти во всех странах Юго-Восточной Азии, вплоть до Северной Австралии, где их популяция в наибольшем количестве. Он способен поселиться в любом подходящем по размеру водоеме, такие как мангровые болота, лагуны и в нижнем течении рек. В прошлом эти древние хищники были распространены еще шире, встречаясь на восточном побережье Африки и даже у южных берегов Японии. Их короткие лапы плохо предназначены для длительного передвижения по суше. В сравнении с другими крокодилами, гребнистый крокодил покидает воду только для того, чтобы погреться на солнце или отложить яйца. Самый крупный гребнистый крокодил был пойман на Филиппинах в 2011 году живьем, имел длину более 6 метров, а его масса достигала 1075 килограмм. На гигантского крокодила охотились в течение 3 недель. В процессе он 4 раза разрывал ловушки из стальных тросов. А как только он был пойман, потребовалось около 100 человек, чтобы вытащить его на сушу и связать. На момент поимки крокодилу было по разным оценкам не менее 50 лет. Его связали множеством толстых веревок, и создается впечатление, что он абсолютно спокоен. В тот момент один из местных жителей даже дотронулся до его морды, но без боя так просто он не сдавался. Ему удалось сломать тележку и ослабить некоторые из веревок. Но к тому моменту он был уже очень усталый и измученный. А через некоторое время он успокоился. Но в дикой природе гребнистые крокодилы могут достигать гораздо более крупных размеров. Одно из проведенных в Австралии исследований указывает на то, что уже в наше время наиболее крупные представители вида, населяющие австралийские реки, могут достигать 7 метров в длину и весить около 2 тонн. На первый взгляд многие могут подумать, что этот гигант неуклюж и неповоротлив. Однако это заблуждение, и крокодил может легко преодолевать препятствия. А во время охоты способен передвигаться по скользким камням и с легкостью взбираться на скалистые берега. Но если хищник преследует свою добычу в открытом море, то его скорость способна развиваться до 40 км в час. Гребнистый крокодил обладает одним из самых сильных челюстей среди всех современных животных, превосходя по силе укуса даже белую акулу. Сила сжатия челюстей крупного самца гребнистого крокодила может достигать более 3 тонн. И это потенциально делает хищника обладателем сильнейшего укуса в животном мире. Единственными животными, которые способны превзойти гребнистого крокодила по силе укуса, являются касатки и кашалоты. Благодаря своим сильным челюстям и невероятно крепким зубам, крокодилы способны съедать без остатка даже очень крупную добычу. Но если все-таки добыча оказалась слишком большой для того, чтобы заглотить ее целиком, крокодилы разрывают ее на части, резко мотая головой из стороны в сторону, или же используют коронный прием с названием «смертельное вращение», во время которого крокодил захватывает зубами кусок туши и прокручивается вокруг своей оси, тем самым разрывая добычу на части. Гигантская рептилия питается только свежим мясом и падаль практически не употребляет, за исключением тех случаев, когда болеет или ранена и находится в ослабленном состоянии. Эти древние хищники неоднократно атаковали людей, за что на протяжении уже тысячи лет известны своей жестокостью. Но бывают случаи, когда они атакуют других крокодилов, в том числе представителей своего вида, только более молодых особей.
Но, как правило, в дикой природе добычей гребнистых крокодилов могут стать практически любые животные, например, олени, а также буйволы или кабаны. Во время охоты они долгое время способны находиться неподвижно в воде или зарослях растительности. И в тот момент, когда жертва находится в пределах досягаемости, крокодил молниеносным рывком бросается на нее и хватает добычу своими огромными челюстями со смертельной хваткой. В Австралии эти хищники нередко атакуют домашний скот, таких как коровы или лошади. Бывают случаи, когда жертвами крокодилов становятся даже взрослые тигры. Они атакуют диких кошек, когда те переплывают реки. Гребнистый крокодил способен на значительное расстояние удаляться от берега в поисках пищи или нового места обитания. Нередко эти рептилии вытесняют из прибрежных вод своих пищевых конкурентов, тигровых акул, которые не могут справиться с толстой кожей, силой и агрессивным характером наглых рептилий. Гребнистый крокодил лучше других крокодилов приспособлен к жизни в соленой воде. У него присутствуют хорошо развитые солевые железы, расположенные на языке и позволяющие выводить избыток соли из организма. Благодаря этому крокодилы способны находиться в океане на протяжении нескольких месяцев, преодолевая огромные расстояния. При этом крокодилы никогда не пьют соленую воду, даже при обезвоживании, получая всю необходимую жидкость из пищи. В открытом океане добычей для них становятся крупные рыбы и морские черепахи, которых не спасает даже крепкий панцирь. Также крокодилы регулярно атакуют акул. И несмотря на свои сильные челюсти и острые зубы, даже взрослые акулы имеют небольшие шансы в схватке с гребнистым крокодилом такого же размера. Кроме того, крокодил способен нападать на дельфинов и даже на небольших китов. В отличие от других видов крокодилов, именно гребнистые крокодилы лидируют по количеству нападений на человека со смертельным исходом. С подобной проблемой нападений крокодилов на людей также столкнулись и в южных штатах США. Для решения этой проблемы там была разработана политика сосуществования опасных хищников рядом с человеком, которых отгородили и переместили в национальные парки. Такой же метод разработали и в Австралии, чтобы отгородить крокодилов от людей. Но они все равно возвращаются в свои места обитания, становясь при этом очень агрессивными и не боясь человека даже в том случае, если они подвергаются преследованию в периоды разрешенной охоты. В настоящее время австралийские ученые активно изучают гребнистых крокодилов, чтобы понять причины агрессивного поведения этих рептилий по отношению к человеку. Вся опасность для человека заключается в том, что крокодилы чаще всего нападают у берега моря или в пресных водоемах. В такие моменты бдительность людей снижается, и присутствие опасности проявляется уже слишком поздно. Когда хищник чувствует угрозу для своей территории, то даже если крокодил сытый, он способен атаковать человека. В качестве опасности крокодил может распознать различные шумы, такие как работа мотора у катера или шум автомобиля на берегу. Продолжительность жизни этих древнейших гигантов в дикой природе может достигать до 100 лет. Что вы думаете о перспективе быть съеденным гигантским крокодилом, и смогли бы вы пережить встречу с хищником? Дайте знать в комментариях и, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если желаете видеть больше подобных видео, то подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.